мне сегодня и вчера задали вопрос, что вот, по-моему, Блумберг объявил российскую экономику одной из худших. По какому параметру она одна из худших в мире? Если по золотовалютным резервам, то ситуация, в общем, неплохая. Если по инфляции, то инфляция, очевидно, будет существенно снижаться. Если не по бюджетному дефициту, то даже если он несколько вырастет, то он будет все равно существенно ниже, чем в целом ряде других стран. А в Саудовской Аравии, по последним оценкам, он составит, например, 20% ВВП. У нас даже в худший период 90-х годов не было такого бюджетного дефицита. Государственный долг в России составляет 15%, внешний порядка 2% ВВП, то есть его практически нет, он исчезающий. Безработица, в общем, на уровне Соединенных Штатов, чуть-чуть выше и сильно ниже, чем в Европе. По крайней зависимости от колебаний цен на нефть, по существенной неопределенности нашего развития и по тому, что нам не вполне ясны перспективы роста. И вот это на самом деле главная проблема. Мы понимаем, вообще главная проблема – это не остановка спада. Опять же, вот нас не объявляли худшей экономикой в 2009 году, хотя спад ВВП в 2009 году был около 8%. В этом 7,8, по-моему. В этом в 2015 был 3,8. Очевидно, что в 2016 там будет где-то вокруг нуля. Бессмысленно дискутировать. Вот вы знаете, в 2015 году мы говорили, что у нас спад не 5%, как прогнозировалось, а 3,7%, и как это хорошо. Теперь нам говорят, у вас спад 0,5% в будущем году, и как это ужасно. Вот опять же, с чем сравнивать? Конечно, минус 5 это хуже, чем... Извините, не 5, минус 0,5. Минус 0,5% это хуже, чем плюс 0,5%. Еще хуже, чем плюс 3%. Но это сильно лучше, чем 3,5%, согласитесь. То есть в этом смысле это все, тут тренды. Я никак не хочу вселить оптимизм. Я просто хочу призвать видеть реальные вызовы и то, как мы способны на них отвечать. В моем понимании, в минувшем году на те вызовы, с которыми российская экономика сталкивалась, мы, скажем так, ответили гораздо лучше, чем это ожидалось в конце 2014 года. Ожидания конца 2014 года были просто катастрофическими. И, честно говоря, ожидания популизма, ожидания расходных резервов на поддержание курса, ожидания бесконтрольного роста бюджетного дефицита были достаточно высоки. У нас бюджетный дефицит в минувшем году 1,5%. Опять же, не так много стран, которые это себе позволяют. У нас сохранились резервы. Да, мы за это заплатили колебаниями валютного курса. Но я хочу напомнить, что в 1986-1989 году Советский Союз в тех же условиях санкции, падение цен на нефть в таком же масштабе, война в Афганистане, и еще такое решение антиалкогольной кампании, которая лишила бюджет 15% доходов. Вот Советский Союз на это ответил мощным расходованием резервов, наращиванием долга, наращиванием бюджетного дефицита. Экономика еще росла следующие 2 года, а потом в течение 10 лет находилась в рецессии. В этом смысле, мне кажется, что готовность правительства пожертвовать текущей популярностью ради долгосрочных факторов устойчивости является очень достойным поведением. Правительство очень достойным решением. Не так много властей готовы принести текущие проблемы в жертву долгосрочной устойчивости. В этом смысле, я повторяю, я понимаю, что я, скорее всего, в блистательном меньшинстве, если не один, но я считаю, что у нас были очень позитивные результаты.